Всем здорово, народ! Случилось страшное. Я тут решил поиграть, каточки 1x1, дуэли на видосы и, естественно, регал за гибрид ДК, чтобы чувствовать себя комфортно. Но меня дважды неистово попустили. Я не знаю, мне попался ШП-приз в противнике дважды, но на гибрид ДКшнике играть против ШПшника просто физически невозможно, поскольку у тебя тупо нет перерождения. Ты не можешь задиспелить фир, тебя ебут. Мне это надоело, и я решил устроить на них облаву. Теперь на сцену выходит он. Blood DK. Если ты не знаешь про мои старые видосы, где я уже показывал эту имбу, то, во-первых, вот у меня есть гайдец, переходи, смотри. А во-вторых, сейчас быстренько расскажу, что да как. Мы вообще себе ветку нечестивости не прокачиваем в данном билде. Просто берем болезнетворность 3, остальное максимум просто в ветке крови и через кровавого ДК играем. Танцующее руническое оружие, удар в сердце, кровь вампира, истерия, вот это вот все вкусное, это все у нас присутствует. Но самое-то главное, у меня есть спел перерождения. Я могу стать нежитью, могу задиспелить фир. И также присутствует приятный талант, это бесконечная зима, которая нам повышает силу на 4%, и при этом еще у нас кик становится бесплатный, то есть заморозка разума не стоит силы рун. Лично для меня гибрид ДК максимально неинтересный, муторный, топорный, и я считаю, что Blood ДК сильнее, чем гибрид, даже в режиме 1x1, если мы про него говорим, потому что здесь, окей, наши дотки можно задиспелить, но нас убить невозможно практически, при том, что дэмэджа-то у нас немало. У нас есть бурстовой дэмэдж и бурстовой потенциал, в отличие от того же гибрида. Там из бурстов это взрыв трупа, которые и то не всегда качают. Билдачок я тебе показал, сейчас быстренько продемонстрирую символы, и мы с тобой полетим сразу в солоки смотреть, что с престами происходит, когда у тебя есть перерождение. Итак, и понеслась. А первая гаточка, играем против чувачка с ником Berry Tail. Судя по всему, не самый опытный ШП-приз, но сейчас это не самое главное. Концепт и вообще суть, да, данных каток нужно просто понять, что Blood ДК против ШП играет. И играет очень даже активно, уверенно и вообще без всяких проблем. Чего не скажешь о гибрид ДКшнике. Здесь я допустил ошибку, я себе еще не успел зачарить нормальную руну на оружие. Я здесь играю с руной павшего рыцаря, как на анхолике, как на гибриде. На Blood ДК это критическая ошибка. Нужно чарить себе руну расколотых мечей, чтобы дизарм на вас висел на 50 секунд, на 50% меньше. Все, он потратил свой дизарм, он потратил немоту, я понимаю. Ну, настало мое время. Клацаю истерию, клацаю танцующее руническое оружие и пошел его долбить, задотал его дотками и через удар в сердце очень больно пробиваю. Быстренько показал вам еще билдачок в момент арены. И самое главное, вы вообще не боитесь здесь упарываться в ШП приста, потому что вы всегда захилитесь. Ты можешь нажать кровь вампира, съесть питомца и зарегенить себе практически фулл хп. Вторая котеечка снова против этого же игрока, но, к сожалению, мне никто просто сильнее не попался. Это реально неприятно, потому что я хотел прям показать, что действительно в этом билде, как и в анхолике, так и в Blood ДК в нормальном, с перерождением можно против ШПшников выходить и без проблем их побеждать, просто за счет того, что у тебя есть перерождение. Но, допустим, ладно, просто посмотрим на концепт. Кстати, напиши, как тебе больше нравится, вот когда вот такая камера, или как в предыдущей арене, в общем, посмотрим. Я тут немножечко поэкспериментирую. Опять же, здесь все максимально просто. Доток мы не боимся, и когда предперист нажимает в нас вот этот свой глубинный ужас, и потом за этим следует дизарм, после этого можно спокойно бурстоваться. Нажимаете истерию, нажимаете танцующее руническое оружие, и вас уже ничто не остановит. Главное после дизарма. Либо, если у вас есть чарка, и вы понимаете, что момент настал, можно прямо вот вообще пофиг, не ждать этот глубинный ужас с дизармом, а все равно раскастоваться. И посмотри сейчас, что будет. Какая мясорубка просто! Бам на 4000, бам на 4000! У меня шмот-то говно. За дополнительным контентом все перелетаем на мой буст. У меня здесь гайды, обзоры, пвпшные разборы, все, что душе угодно. На ДК, паладина, чернокнижника и вскоре на другие классы. Контента уже скопилось солидное количество, 50 плюс видосов на бусте лежит, но в любом случае все они доступны по подписке, которая, кстати, стоит как одна кружка кофе. Поэтому, если есть желание поддержать канал копеечкой и весь дополнительный контент пощупать, то приглашаю на свой бусти, ссылка в описании, продолжаем смотреть видос. Ну и третья бонусная катка нам на сегодня. Просто по факту ШПшника победить либо за анхолика, либо за Blood ДК, это задача элементарная. У тебя просто тупо есть весь функционал, чтобы победить приста. Он нажимает фир, ты диспелишь фир, он станет, ты тринкуешь, и ты уже победил, потому что после точки ты просто его бурстишь и убиваешь. Но Blood ДК и против других классов очень нехило себя чувствует, не хуже, чем гибрид ДК. Сейчас играем против Крыжика, у него максимально заряжен такой персонажик, вот он для сравнения мой перс. Гнайняш это чисто бомжиха такая на самом-то деле, 263 там левела на x5 сервере, вообще вдумайтесь. Поэтому да, по гиру здесь однозначно преимущество не на моей стороне, но Крыжик играет в анхолике.
И если не обосраться с зеленкой, можно спокойно его побеждать. Самое главное в битве против Анхолика — пережить Гаргулью. Гаргулью пережил, значит, ты, скорее всего, победил. Поэтому я не спешу с зеленкой. Сначала я решил немножко здесь побегать. И вот смотри, казалось бы, у меня хп мало. Но я сейчас в моменте просто нажму, опять же, Кровь вампира, призову пэта, похилюсь пару раз ударом смерти, заюзаю кровоотвод, потом съем пэта, и все, я стану тупо фуловый вообще. Да, в меня Гарга стреляет, но, опять же, у нее не так много осталось времени, плюс я немножечко ее помансил, немножечко ее дэмэджа через зеленку поглотил, все, она скоро улетит, это ее последние тычки уже. А у меня еще есть смертельный союз, чтобы я пэта съел. И начинаем дамажить Анхолика. Здесь я нажимаю в него немоту и пытаюсь заберстить через удар в сердце. И был бы у меня шмот хороший, я бы его уже убил. Потому что он не смог бы под немоту ни пэта съесть, ничего бы он не смог сделать, он же был в немоте. Но мне не хватило дэмэджа. Я рассчитываю, что у меня шмота хватит, а шмота мне реально не хватает. И дэмэджа мало, объективно. Но опять же, сквозь зеленку мы пробиваем. Это плюс Blood DK, потому что у нас урон физический в основном. И получилось убить победу. Так какой же итог, народ, что я вам хотел сказать данным видосом? Если вы в режиме 1x1 не пробовали Blood DK, попробуйте, потому что играть на гибрид DK после Blood DK не хочется от слова совсем. У Бладыча есть бурстовой урон, у Бладыча есть захил, который даже больше, чем у гибрида, и присутствует минус, что у тебя а-ля нету дэмэджа на средней и дальней дистанции, потому что кейлы мало дамажат, дотки мало дамажат, но кому это надо, если ты с физики всех в милишки затыкаешь? Просто не упарывайтесь против кастеров и всяких замедляторов, которые вас пытаются вывести на открытое пространство. Просто возле пиларчиков стойте и отыгрывайте именно от строений, а не выходите в поле. И тогда все будет чики-пики. Если хотите видеть больше Бладыча, пишите комменты, вообще пишите, что думаете про этот спек. Ну а я с вами на сегодня прощаюсь. Всем удачи, всем прогрессив ПВП, всем пока.